У побережья Намибии и Патагонии все чаще фиксируют сцены, которые еще недавно казались невероятными. Касатки атакуют акул, морских львов и даже детенышей китов. Черно-белые гиганты всегда считались универсальными хищниками, способными охотиться на что угодно. Но реальность оказалась сложнее. Новые наблюдения и генетические исследования показали, что под привычным образом касатки скрывается не один вид, а несколько. И различия между ними настолько глубокие, что они меняют наше понимание того, как работает эволюция. Долгие годы касатку воспринимали как символ глобальной адаптивности. От Арктики до Антарктики ее относили к одному виду — Orcinus orca. Считалось, что это суперхищник, одинаково уверенно чувствующий себя и в ледяных морях, и в тропиках. Но, начиная с конца XX века, начали появляться тревожные противоречия. Почему одни касатки постоянно переговариваются громкими щелчками и свистами, а другие во время охоты ведут себя почти бесшумно? Почему одни специализируются исключительно на рыбе, даже когда та становится дефицитной, а другие нападают на морских млекопитающих с пугающей точностью? И самое поразительное, почему никогда не фиксировалось скрещивание между такими группами, даже когда их маршруты пересекались в одних и тех же водах? Ответ оказался ошеломляющим. Речь идет не о локальных привычках, а о разных линиях эволюции. В Атлантике и Южном океане выделились как минимум две крупные группы, условно их называют прибрежными атлантическими и океанскими охотниками. На первый взгляд они одинаковы. Черно-белая окраска, те же размеры, тот же плавник, знакомый каждому зрителю документальных фильмов. Но стоит провести с ними время, понаблюдать за их охотой, послушать их звуки, и становится ясно, что это два разных мира. Прибрежные атлантические касатки встречаются у берегов Иберии, Бразилии, Аргентины. Они ведут жизнь шумных сообществ, часто объединяясь в группы по 15-20 особей, где главную роль играют пожилые самки. Их рацион состоит почти исключительно из рыбы, прежде всего тунца и сельди. Чтобы находить добычу, они используют развитую эхолокацию. Щелчки и свисты образуют сложные акустические паттерны, напоминающие диалекты. Каждая семья имеет свой набор звуков, который передается из поколения в поколение. Молодые учатся у матерей и бабушек, как петь правильные песни, чтобы находить рыбу даже в пустынных водах. Это не просто набор сигналов, а настоящая культурная традиция. Их зубы острые и мало изношенные, они созданы для захвата скользкой добычи, а не для разгрызания костей. Их жизнь вращается вокруг рыбы и коллективного знания старших, и даже в периоды голода они не переключаются на морских млекопитающих. В этом упорстве есть сила культуры. Привычки становятся правилом, а правила — сутью выживания. Совсем иначе устроены океанские охотники, которых чаще видят у побережья Намибии, Фолклендских островов и Южной Африки. Их стратегия — молчание и скрытность. В отличие от прибрежных родственников, они почти не пользуются эхолокацией во время охоты. Любой щелчок мог бы выдать их присутствие, а их жертвы, морские львы, тюлени или дельфины, обладают тонким слухом. Поэтому эти касатки двигаются бесшумно, словно тени, слушая и выслеживая. Их тела крепче, челюсти массивнее, зубы заметно изношены от постоянного контакта с костями и толстой кожей добычи. Они действуют малыми группами по 3-7 особей. Чаще всего это мать и ее подросшие детеныши. Атаки происходят слаженно, словно по плану. Одни отвлекают жертву, другие заходят сбоку, и финальный удар хвостом или укус завершают охоту. В этих действиях нет хаоса, только расчет, холодная координация и интеллект. Это не универсальные хищники, а специалисты самого высокого класса.
Долгое время такие различия пытались объяснить как экотипы одного вида, вроде региональных диалектов. Но генетика внесла ясность. Анализ ДНК показал, что расхождение между прибрежными атлантическими и океанскими охотниками произошло примерно 250-300 тысяч лет назад. Это значит, что пока первые люди только начинали делать каменные орудия, эти касатки уже разделились на две линии, каждая со своим образом жизни. Более того, несмотря на пересечение ареалов, ни разу не было зафиксировано скрещивание. Для морских млекопитающих это крайне необычно. В их геномах различия затрагивают не только диету, но и иммунные системы, акустические способности, даже особенности нервной деятельности. Это не временное культурное увлечение, а глубинное видообразование. Научное сообщество оказалось перед фактом: культура может быть движущей силой эволюции. То, что касатки передают детям, будь то песни для эхолокации или молчаливые методы охоты, формирует не только поведение, но и физические черты. Постепенно привычки становятся наследием, а культурные нормы закрепляются в биологии. Эта идея еще недавно казалась спорной. Животные, мол, учатся у родителей, но вряд ли это влияет на эволюцию вида. Однако пример касаток показывает обратное. Долгосрочное социальное обучение может создать новые линии, которые со временем становятся отдельными видами. Эти открытия имеют не только академическое значение, они влияют на охрану природы. Прибрежные атлантические касатки сегодня в бедственном положении. Их основной ресурс, тунец и сельдь, страдает от переловов и изменений климата. Эти касатки не переходят на тюленей или акул, культура не позволяет. В результате популяции снижаются, а вместе с уходом старших самок теряется коллективная память. Молодые остаются без учителей и не знают, куда мигрировать за рыбой. Их вымирание может оказаться не только биологическим, но и культурным крахом. У океанских охотников ситуация иная. Их численность растет, поскольку морские львы и тюлени в Атлантике восстанавливаются после охранных мер. С 90-х годов популяция у побережья Южной Америки увеличилась более чем вдвое. Их стратегия работает, их культура остается устойчивой, и они чувствуют себя хозяевами положения. Этот контраст показывает, насколько опасно рассматривать касаток как один вид с разными привычками. Когда природоохранные программы объединяют все группы под общую категорию, они не учитывают принципиальные различия. Одни линии могут процветать, другие — исчезать, и подход средней температуры по больнице может стоить целому виду жизни. История атлантических касаток напоминает нам о границах человеческого восприятия. Мы десятилетиями наблюдали за ними, снимали фильмы, изучали диалекты, фиксировали различия в диете. Но все это время мы предпочитали считать их вариациями одного вида, потому что так было проще. Мы не хотели допустить мысли, что прямо у нас перед глазами могут существовать разные виды, внешне почти неотличимые. Таксономия долго держалась за морфологию, форму тела, размеры плавника. Но в современном мире этого мало. Поведение, культура и коммуникация становятся такими же важными признаками, как кости и гены. Теперь, когда завеса приподнята, мы начинаем видеть всю глубину различий. Касатки-певцы и касатки-охотники живут бок о бок, но словно в разных измерениях. Одни растят детей в шумных сообществах, где знание передается через песни и воспоминания. Другие воспитывают потомство в молчании и расчете, обучая тактике убийства. И хотя снаружи они одинаковы, их внутренний мир, их культура и эволюционная судьба абсолютно различны. Для науки это сигнал пересматривать сами определения вида. Для экологии — повод иначе смотреть на охрану животных. Для нас всех — напоминание, что даже самые знакомые существа
могут скрывать тайны, способные изменить наши представления о жизни. Ведь если мы смогли перепутать два разных вида касаток, которых видели так близко и так часто, сколько еще видов на планете остаются нераспознанными? И, пожалуй, самое поразительное в этой истории не то, что касатки оказались разными, а то, что величайшие открытия могут прятаться не в неизведанных глубинах, а в том, что мы считали уже давно понятным. Касатки не изменились. Изменилась наша способность их видеть. И, возможно, где-то рядом, в знакомых водах, нас ждут новые открытия, такие же огромные и неожиданные. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.